Всем привет! Сегодня мы разбираем поистине революционный труд. Без преувеличений, масштаб уровня Дарвина. Причем не только по содержанию, но и потому, как сильно он переворачивает наше мировоззрение и как легко из него сделать абсолютно неправильные выводы. Речь о Роберте Сапольски. Это стэнфордский нейробиолог, который 40 лет изучает мозг. Слушайте, это вам не какой-нибудь философ в уютном кресле. Это человек, который буквально десятилетиями жил среди павианов в саваннах Кении, измерял им уровень кортизола и своими глазами видел, как стресс физически переписывает мозг. Его новая книга «Все решено», но это вообще не провокация, это приговор. Очень спокойный, железно-доказательный приговор с тысячами ссылок. Готовы узнать, почему абсолютно все наши решения могут оказаться грандиозной иллюзией? Поехали. И вот вам первый взрывающий мозг факт. Ровно за 0,5 секунды до того, как человек сознательно решает пошевелить пальцем, его мозг уже все решил. Все, жребий брошен. То, что нам кажется нашим личным волевым актом, на самом-то деле аппаратно свершилось до того, как мы вообще успели об этом подумать. Интригует, правда? Иллюзия нашего сознательного выбора. Здесь Сапольски сделал то, что до него никому не удавалось провернуть в таком масштабе. Он взял нейробиологию, эволюцию, гормонологию, психологию и философию и виртуозно сшил это в одно цельное полотно. Он выстроил такую непрерывную цепь причин и следствий, что в ней просто не осталось ни единой щели для так называемой свободы воли. Как это работает на практике? Бенджамин Либет показал это еще в 1983 году через потенциал готовности, а позже нейробиолог Ицхак Фрид подтвердил это прямо на уровне отдельных нейронов. 3 разных метода и абсолютно один и тот же результат. Смотрите, сначала мозг готовится к действию, затем и только затем у нас появляется сознательное намерение, и уже потом происходит само действие. Выходит, что наше сознательное намерение — это по сути просто запоздалый отчет о решении, которое было принято без нашего участия. И тут мы понимаем, что буквально каждое наше действие опирается на огромную, глубочайшую историю. Знаете, это как в той притче про черепах. Они уходят вниз до бесконечности. За секунду до действия сработали нейроны. А почему они сработали? Из-за уровня гормонов и глюкозы несколько часов назад. А на гормоны повлияла среда, в которой мозг формировался годы назад. А сами механизмы реакции выковались миллионы лет эволюции. В этой цепочке причин просто нет разрыва. Нет места, куда можно было бы втиснуть независимый выбор. Префронтальная кора и сила воли. Хорошо, а как же наша хваленная сила воли? Мы-то привыкли считать ее чуть ли не главной моральной добродетелью, но биология говорит нам совершенно другое. Факт второй. Сила воли — это никакая не черта характера. Это сугубо физическая работа нашей префронтальной коры, или ПФК. Именно эта зона мозга отвечает за сложные решения, контроль импульсов, за наши долгосрочные цели в стрессе. И тут есть важнейший нюанс. ПФК — это физический орган, своего рода двигатель, который работает на глюкозе, и как любая мышца в нашем теле, она истощается. А когда ресурс на нуле, префронтальная кора становится очень-очень плохим капитаном. Квантовая механика не дает свободы. Многие пытаются найти хоть какую-то лазейку в микромире. Они смотрят на квантовую механику, на теорию хаоса и думают: ага, раз на субатомном уровне есть случайность, значит все не так уж и предопределено. Но вот вам факт третий. Ни хаос, ни квантовая механика не дают нам этой лазейки. Почему? Да потому что непредсказуемость — это вообще не то же самое, что свобода. Если мы добавим квантовую случайность в работу мозга, это создаст лишь биологический шум. Представьте, если бы ваши решения зависели от случайного броуновского движения электрона. Ваше поведение было бы абсолютно хаотичным, а не свободным. Детерминированный непредсказуемый мир — это все еще детерминированный мир. От хаоса к осмысленному выбору пути нет. Философский провал великого нейробиолога. Итак, мы разобрали блестящую биологию, то, за что Сапольски, безусловно, стоит снять шляпу. Но теперь давайте посмотрим, где этот великий ученый, по мнению многих его коллег, серьезно наломал дров. Его философские выводы сейчас подвергаются жесточайшей критике в академической среде. Критики из мира философии в один голос твердят, что Сапольски нападает на так называемое «соломенное чучело». То есть он громит совершенно устаревшую, буквально магическую концепцию свободы воли, этакую причину без причины, которую в современной науке уже никто и не защищает. При этом он напрочь игнорирует компатибилизм, идея о том, что свобода воли вполне может существовать и внутри детерминированного мира. Системы против отдельных нейронов. Чтобы понять этот альтернативный взгляд, давайте послушаем аргументы другого видного нейробиолога Кевина Митчелла. У него совершенно иная оптика на работу мозга и эволюцию. Смотрите, Сапольски смотрит на проблему сверху вниз. Это классический редукционизм, мол, мы просто сумма наших нейронов. А вот Кевин Митчелл предлагает подход снизу вверх, концепцию эмерджентности.
Он говорит, что эволюция создает системы все возрастающей сложности, и на уровне целого организма появляются абсолютно новые свойства, которые невозможно объяснить поведением пары изолированных клеток. Эволюция буквально наделяет целостный организм реальной функциональной способностью действовать. Митчелл объясняет, что в этих бесконечных причинно-следственных связях все-таки есть некий зазор. Сложность биологических систем и сама неопределенность среды создают пространство, где факторы более высокого порядка, наши планы, накопленный опыт, ценности реально влияют на систему. Правосудие, карантин или наказание. А теперь давайте спустимся с нейробиологических высот на Землю. Самая острая проблема начинается тогда, когда идеи об отсутствии свободы воли лоб в лоб сталкиваются с нашей правоохранительной системой. Ведь как судить человека, если каждый его поступок от и до предопределен биологией? И здесь сталкиваются две абсолютно полярные модели. С одной стороны, карантинная модель Сапольски. Он считает, что мы должны навсегда отказаться от концепции вины и наказания. Опасных людей нужно просто изолировать от общества, как если бы они были носителями смертельного вируса, и обеспечить им максимальный комфорт. С другой стороны, классическая доктрина неотвратимости наказания. Это жесткий прагматичный подход, который говорит, строгие юридические последствия абсолютно необходимы, чтобы защитить общество и вообще сохранить порядок. Современные академические исследования правоведов, таких как Стрелец, Семененко и Пахомов, показывают одну простую вещь. Безопасность социума держится именно на уверенности в том, что за преступлением стопроцентно последует наказание. Главная задача закона – выжечь саму надежду на безнаказанность. Если мы послушаем Сапольски и отменим ответственность, мы можем просто обрушить фундамент социального порядка, потому что общество опирается на реальные последствия поступков, независимо от биологического детерминизма. Но здесь вылезает шикарный логический парадокс, о котором точно стоит задуматься. Если преступление жестко предопределено нейронами и гормонами преступника, то разве желание общества его наказать не детерминировано точно так же? Как вообще заранее запрограммированные биологические машины могут вдруг взять и свободно выбрать новую гуманную карантинную модель, к которой так призывает Сапольски? Получается, его собственный призыв к реформам требует от нас той самой свободы воли, которую он же и отрицает. Согласитесь, звучит иронично. Возможно, нам стоит посмотреть на все это под другим углом. Понимание того, что мы детерминированы, не должно приводить к фатализму. Мол, все решено, можно складывать лапки. Совсем наоборот. Знание о том, как работают наши внутренние шестеренки, как сильно на нас влияют стресс, усталость или тот же уровень сахара в крови, должно стать нашим главным инструментом. Свобода — это не отсутствие причин, это движение к более рациональным алгоритмам, это способность использовать знания о детерминизме, чтобы оптимизировать свои решения и побеждать случайность. Если каждое действие человека было прописано миллионы лет назад в бесконечной цепи причин и следствий, то знания, которые вы получили из этого разбора прямо сейчас, они ведь тоже только что стали новой причиной в вашем мозге. Так как именно эта крупица информации перепишет вашу следующую строку кода. Сможем ли мы примирить эту сложнейшую биологическую машинерию с нашим ярким, неизбежным внутренним чувством, что именно мы — авторы своей жизни? В нашем разборе мы сталкиваем лбами две, казалось бы, совершенно несовместимые вещи – нашу неумолимую биологию и систему правосудия. Этот конфликт, по сути, ставит под сомнение вообще все, что мы привыкли думать о чувстве вины, личных заслугах и, конечно же, о наказании. Мы не будем сегодня заниматься морализаторством, мы будем опираться исключительно на научные данные, на работы Роберта Сапольски и фундаментальные принципы права, чтобы шаг за шагом разобрать эту тему. Так что давайте сразу перейдем к делу. Слушайте, мы все привыкли думать, что в зале суда безраздельно правит логика, что каждое решение взвешивается на весах строгой юридической доктрины. Но что, если судебный молоток опускается не потому, что так велит закон, а потому, что так диктует банальный человеческий метаболизм? Подумайте об этом. Действительно ли нас судит беспристрастный кодекс, или все дело в уровне сахара в крови человека, сидящего в мантии? Звучит как какая-то провокация, да? Но современная наука заставляет нас посмотреть на этот вопрос предельно серьезно. И чтобы вы понимали, масштаб проблемы просто поражает. Представьте себе знаменитое исследование 2011 года, которое провели Шай Денцигер и его коллеги. Они взяли и проанализировали тысячи реальных решений израильских судей по вопросам условно-досрочного освобождения. И знаете, что показали данные? Это просто невероятно. Если дело рассматривалось сразу после того, как судья хорошенько пообедал, шанс на освобождение составлял внушительные 65%. Но чем больше времени проходило после еды, тем стремительнее падал уровень глюкозы, а вместе с ним и шанс на свободу. К концу рабочего дня вероятность выйти по УДО равнялась практически нулю – 0. И это не какая-то красивая метафора, это тысячи судеб живых людей.
Просто когда префронтальная кора нашего мозга лишается энергии, она идет по пути наименьшего сопротивления. А самый простой рефлекторный путь для судьи – это оставить человека за решеткой. И вот тут на сцену выходит нейробиолог Роберт Сапольский со своим железобетонным аргументом. Он говорит прямо: свободы воли просто не существует. По его логике, преступники — это, по сути, сломанные биологические машины. Мозг человека, совершившего даже самое ужасное преступление, это лишь конечный продукт сложного коктейля из генетики, того, как протекала беременность его матери, уровня гормонов и среды, в которой он вырос. Сапольский утверждает, что никто из нас не выбирал свои гены и свою нейробиологию. А раз так, то и вся наша привычная концепция вины теряет абсолютно всякий смысл. Ну хорошо, скажете вы, если вины нет, то что нам делать с преступностью? Просто отпустить всех по домам? Нет, Сапольский предлагает другое решение, так называемую карантинную модель. Идея в том, чтобы полностью отказаться от наказания как формы мести. Вместо этого предлагается относиться к опасным людям так же, как мы относимся к тем, кто подхватил опасный вирус. Их нужно изолировать, чтобы защитить здоровое общество, но делать это ровно в той мере, которая необходима для безопасности. И самое главное, без какого-либо морального осуждения. То есть человек в карантине — это не злодей, он просто опасен, причем по причинам, которые от него совершенно не зависят. На первый взгляд это звучит как абсолютная утопия, правда? Но давайте просто посмотрим на цифры. Если сравнить жесткую карательную систему США с гуманной системой Норвегии, которая, кстати, очень близка к этой карантинной модели, мы увидим поразительную картину. В норвежских тюрьмах люди живут в уютных комнатах, у них есть хобби-мастерские, зимой они даже катаются на лыжах. Да, содержание одного такого заключенного обходится в $90 тысяч в год против 30 тысяч в Штатах. Звучит как безумное расточительство. Но смотрим на результаты. Уровень рецидивизма в Норвегии в 4 раза ниже, убийств в 8 раз меньше, а самих заключенных меньше в 11 раз. Получается, что в конечном итоге общие расходы общества на сдерживание преступности оказываются ниже. Эти данные абсолютно реальны. И Сапольский использует их, чтобы доказать, подход без жестокости может быть невероятно прагматичным. Но вот тут вся эта красивая теория с размаху врезается в суровую реальность. Начинаются крайне неудобные вопросы, которые Сапольский предпочитает не задавать. Смотрите, этот избирательный гуманизм требует огромных ресурсов. А кто будет оплачивать смерть, инвалидность, тяжелейшие психологические травмы жертв? Как оценить потерю кормильца? Ведь у всего этого есть вполне конкретное экономическое измерение. Если рецидивист вдруг совершает новое преступление, пока находится в таком вот мягком карантине, кто понесет эти расходы? Уж точно не ученый, который придумал эту теорию. И возникает логичный вопрос: почему обычные налогоплательщики, многие из которых с трудом сводят концы с концами, должны оплачивать такой комфорт для тех, кто совершил жестокое насилие? И если присмотреться, у карантинной модели обнаруживается целая куча таких слепых зон. Во-первых, как мы уже сказали, она полностью выносит за скобки цену, которую платят жертвы. Во-вторых, почему-то вообще не рассматриваются куда более дешевые альтернативы. Например, если наша цель просто изолировать опасного человека, то почему бы его не депортировать? Для налогоплательщиков это вышло бы в разы дешевле норвежских курортов. Далее. Сторонники этой модели обожают приводить в пример закоренелых рецидивистов. Но они как-то не задаются вопросом, а стоит ли применять эту сверхмягкую модель к человеку уже после его самого первого преступления. И, пожалуй, самое главное. Норвегия — это маленькая, однородная и очень богатая страна. Вы правда думаете, что эту модель можно легко скопировать и перенести в реалии Бразилии, Индии или Украины? Туда, где у государств порой не хватает денег даже на базовые больницы и школы? Чтобы немного расширить перспективу, давайте на секунду отвлечемся от криминала и посмотрим на другой пример биологического детерминизма – на проблему ожирения. Сапольский абсолютно прав, когда говорит, что тяжелое ожирение – это во многом результат мутаций гормона лептина, генетики, эпигенетики материнской утробы. Это настоящая биологическая болезнь, а не просто слабоволие. И осуждать людей за их генетику дико. Но давайте посмотрим на социально-экономическую реальность. Пока биология объясняет, почему мы переедаем, наука и индустрия работают на тех, у кого есть деньги. Пока гигантская часть человечества буквально голодает, корпорации тратят миллиарды на разработку волшебных таблеток от ожирения, производство элитных беговых дорожек и сложнейшие исследования для тех, кому уже, простите, физически некуда класть 4-й бургер. Почему? Да потому что голодающие не платят за медицинские исследования. И знаете, к какому выводу это нас подводит? Капитализм, по сути своей, детерминирован ничуть не хуже нейрона в нашем мозге. Да, наука отлично объясняет наши импульсы. Но одно только понимание того, как работает механизм, не дает нам автоматического оправдания этой системы. Так вот, возвращаясь к правосудию. Если у нас нет ресурсов на то, чтобы построить мягкий карантин для каждого правонарушителя в мире, как общество себя защитить?
И здесь давайте вспомним о суровой юридической реальности, а именно о принципе неотвратимости наказания. В чем его суть? Эффективность правосудия измеряется вовсе не тем, насколько изощренно или жестоко вы накажете преступника. Главное – это абсолютная, стопроцентная гарантия того, что последствия точно наступят. Это не какая-то слепая месть, это очень четко выверенный механизм безопасности, который бьет по самым базовым стимулам человека. И вот тут происходит настоящее лобовое столкновение двух идей. С одной стороны, карантинная модель Сапольски, которая смотрит на любое наказание как на какую-то дикую первобытную жажду мести сломанному биологическому механизму. А с другой стороны, принцип неотвратимости, который видит в наказании необходимый системный контрмотив. То есть даже если человек биологически предрасположен к насилию, четкое понимание того, что наказание избежать не удастся, становится мощнейшим новым фактором в расчетах его мозга. И этот фактор вполне способен перевесить криминальный импульс. Почему этот принцип так важен? Да потому что он бьет в самый корень проблемы. Он уничтожает у потенциального преступника саму надежду на безнаказанность. Когда мозг обрабатывает информацию перед совершением действия, гарантированное наказание просто перепрограммирует итоговое решение. Это не про жестокость или жажду крови, это просто структурная необходимость общества. Фокус смещается с силы удара на его стопроцентную вероятность. И парадокс в том, что именно такой подход в конечном счете делает систему более гуманной, потому что он предотвращает само преступление и защищает будущих жертв. И согласитесь, он оставляет нас с довольно масштабным и провокационным вопросом. С одной стороны, наука убедительно доказывает, что преступником управляет химия его мозга. Тот же самый детерминизм заставляет уставшего судью отказывать в помиловании просто из-за нехватки глюкозы. И та же самая цепочка причин и следствий заставляет мировую экономику лечить от переедания богатых и полностью игнорировать бедных. Получается, что все вокруг можно объяснить физикой, химией и экономическими законами. Но если все предопределено, и никто вроде как ни в чем не виноват, то кто в итоге возьмет на себя ответственность за исправление этой гигантской системы? Подумайте об этом на досуге. В прошлой части нашего разбора мы говорили о логических противоречиях Роберта Сапольски. В своей книге он делает грандиозное заявление: свободы воли не существует, а все мы просто биологические машины, полностью детерминированные своим прошлым. Звучит мощно, правда? Но вот в чем загвоздка. Чтобы эта стройная теория работала, ему пришлось закрыть глаза на огромный пласт современной науки, причем совершив фактическую ошибку в своей же собственной области. И мы детально разберем, как именно блестящий биолог умудрился не заметить саму биологию. Сначала смотрим на самоутверждение Сапольски, затем противопоставляем ему 3 железобетонных факта квантовой биологии. После этого разберем, оплошность это или предвзятость, коснемся логики невозможных условий и в конце подведем итоги. Итак, пункт 1. Утверждение Сапольски и его полное отрицание квантового мира. Давайте посмотрим прямо на мишень, которую нам предстоит разобрать. Ключевой момент здесь в том, что Сапольский прямо и бескомпромиссно заявляет: квантовая механика не имеет абсолютно никакого отношения к работе мозга. По его словам, квантовые эффекты возможны только где-то там, в идеальных лабораторных условиях, при температурах, близких к абсолютному нулю. А наш мозг — это теплая влажная среда. И в такой среде, говорит он, любые квантовые штуки невозможны. Это все просто биологический шум. Аргумент звучит авторитетно, да? В конце концов, он нейробиолог с мировым именем, он знает мозг. Но давайте проверим факты. Переходим ко второй части. 3 факта квантовой биологии. И что самое поразительное, холодные и верифицированные данные напрямую бьют по этому авторитетному заявлению. Смотрите, эксперимент 1. 1 фотон, 1 решение. Еще в 1942 году в Колумбийском университете Хехт вычислил, что человеческий глаз в темноте способен уловить абсолютно минимальную единицу света, и это было подтверждено в 2016 году командой Алиши Тинсли. Они опубликовали в Nature Communications результаты, где напрямую зафиксировали реакцию живых людей на одиночные фотоны. И это не какая-то теоретическая физика на доске. Это значит, что эволюция создала макроскопический сенсор, вашу сетчатку, который работает на самом нижнем квантово-механическом пределе. Спуститься ниже 1 фотона физически невозможно. Квантовый мир не просто существует, он буквально формирует то, как мы видим прямо сейчас. Идем дальше. Эксперимент 2. Птица-компас. Возьмем европейскую зарянку, маленькую перелетную птицу.
Исследования Торстена Рица и его коллег, опубликованные в журнале Nature, показали нечто невероятное. Эта птица ориентируется по магнитному полю Земли благодаря квантовой запутанности в специальном белке глаза – криптохроме. Более того, радиочастотные помехи легко сбивают этот внутренний компас. Просто вдумайтесь. Квантовая запутанность, пожалуй, самый хрупкий и нелокальный из всех квантовых эффектов, прекрасно выживает внутри живого теплокровного существа при нормальной температуре тела, прямо посреди той самой шумной биологической среды, которую Сапольский назвал непригодной. Ну и третий эксперимент. Работы Джудит Климан в престижном журнале PNAS. Она подтвердила, что так называемый квантовый туннелинг водорода в ферментах, например, в алкоголь-дегидрогеназе, стабильно происходит прямо при 20 градусах Цельсия. Комнатная температура. Атом не перепрыгивает через барьер. Он буквально проходит сквозь него, как призрак, используя волновые свойства. И такие ферментативные реакции ежесекундно происходят в клетках каждого из нас. Давайте просто сравним это наглядно. Там, где Сапольский заявляет, что тепло все разрушает, биология показывает квантовый туннелинг при комнатной температуре. Там, где он ожидает лишь бесполезный шум, эволюция, оказывается, уже создала сверхточные квантовые сенсоры. Разрыв между его категоричным заявлением и реальностью просто колоссальный. Что подводит нас к третьей части нашего разбора? Предвзятость или научная оплошность? Как вообще такое могло произойти? Это, наверное, главный вопрос ко всей его аргументации. Сапольский ведь не философ, рассуждающий в кресле, и не физик-теоретик. Он биолог. Он 40 лет работал с живыми системами, и тут возможны только два варианта. Либо он действительно не знал об этих прорывных открытиях, и тогда это просто колоссальная оплошность для ученого его уровня. Либо он знал, но предпочел их проигнорировать. А это уже предвзятый подбор фактов, предвзятость подтверждения. Получается немного иронично, его собственная префронтальная кора заботливо отфильтровала все биологические факты, которые могли бы разрушить его жесткую детерминистическую картину мира, то самое когнитивное искажение, о котором он так любит предупреждать своих читателей. Раздел 4. Логика невозможных условий, или так называемая ошибка соломенного чучела. Эта избирательная слепота очень плавно перетекает в логическую брешь. Смотрите, автор требует, чтобы для доказательства свободы воли мы предъявили ему нейрон, который активируется вообще без какой-либо причины в прошлом, абсолютно беспричинная причина, буквально магия вне законов физики. Но это же классическое соломенное чучело. Он создает заведомо невыполнимые условия, а потом героически их громит. Проблема в том, что ни один современный серьезный философ или нейробиолог не защищает такую карикатуру. Свобода воли — это не магия, это субъектность и способность сложной системы совершать выбор, находясь в жестких физических рамках. Да, Сапольский пишет, что квантовый шум в огромных ансамблях клеток просто гасится, допустим. Но ответьте на такой вопрос. Если эволюция умудрилась создать квантовые сенсоры в глазу, квантовые компасы в птицах и квантовые катализаторы в ферментах, можно ли безапелляционно заявлять, что эти данные никак не влияют на принятие решений в мозге? Говорить категорическое «нет» — это уже религия, это убеждение, но никак не эмпирическая наука. Пятая и последняя часть. Давайте соберем все это воедино и вынесем окончательный вердикт. Мы ни в коем случае не говорим, что весь детерминизм ошибочен. Детерминизм — это отличная концепция, которая во многом помогает понять поведение человека. Но вот этот конкретный аргумент Сапольский против квантовой альтернативы, он откровенно не научен. Он отрицает целое верифицированное направление в своей же родной дисциплине. И это не ошибка философа, это ошибка ученого, который позволил своей теории диктовать, какие факты замечать, а какие нет. Свобода воли определенно сложнее, чем нам кажется, но списывать ее со счетов вот так просто нельзя. И закончить этот разбор хотелось бы одним очень интересным парадоксом. Автор на протяжении книги призывает нас проявить сострадание, изменить законы и реформировать правосудие. Но подождите, если мы всего лишь биологические машины, у которых вообще нет выбора, как мы можем решить что-то поменять? Как правильно жить с детерминизмом и почему правильный вывод из этой книги прямо противоположен тому, который делает сам автор? Обо всем этом мы поговорим в нашем следующем материале. Оставайтесь любознательными. Роберт Сапольский – потрясающий ученый, правда. Его масштабное описание детерминизма – это действительно шедевр. И мы сегодня вообще не собираемся спорить с тем, что мир детерминирован. В этом он абсолютно на все 100% прав. Но вот те выводы, к которым он в итоге приходит, это просто колоссальная логическая ошибка. И сегодня мы ее разберем буквально по косточкам.
Ведь смотрите, какой возникает главный философский вопрос. Сапольский виртуозно доказывает, что свободы воли нет, что все мы — лишь результат сложнейшего клубка биологии и истории. Знаете, как черепахи, стоящие друг на друге до самого низа. Но значит ли это, что нам остается только поднять лапки кверху и сдаться, признать свою полную беспомощность? Быстренько пробежимся по плану. У нас сегодня 3 системных парадокса Сапольски: биолог без биологии, ловушка биологических кирпичей, ну и тающий снежный ком детерминированных неудач. Поехали! Итак, парадокс первый. Биолог, проигнорировавший биологию. Звучит как анекдот, да? Но это действительно трагичная ирония того, как великий нейробиолог относится к своим собственным эмоциям. Вы только посмотрите на эти инструменты. Сапольский изучает мозг, на секундочку, 40 лет. Он вдоль и поперек знает, как работает точная фармакология, как она может филигранно корректировать нейромедиаторы. Он прекрасно понимает, как профессиональная психотерапия буквально перепрошивает паттерны префронтальной коры. Нейропластичность, синаптический прунинг, когда мозг сам берет и удаляет ненужные связи, он все это знает. И при этом вот в чем парадокс. Поразительным образом не применяет абсолютно ничего из этого к своему собственному гневу. Это же классика. Человек упорно борется с симптомом вместо того, чтобы просто починить систему. Реально, сапожник без сапог. А фишка в том, что эмоции — это просто биологическая обратная связь. Гнев — это не какой-то там злодей, это инструмент. Проблема ведь не в том, что мы злимся, а в том, когда гнев приносит ущерб и 0 пользы. И вместо того, чтобы тратить силы на безнадежную борьбу с самой эмоцией, систему надо оптимизировать. Иначе все это превращается, знаете, в такую бесконечную погоню за черепахой Зенона. Шаг за шагом Ахиллес сокращает дистанцию, но никогда, вообще никогда ее не догонит. Сапольский как будто застрял в этой гонке, вместо того, чтобы просто перешагнуть на принципиально другой уровень абстракции. Переходим ко второму парадоксу — ловушке биологических кирпичей. Именно здесь его теория сваливается в какой-то безнадежно устаревший бихевиоризм и механицизм, сводя всю нашу сложность просто к физиологии. Тут у нас шикарно показана разница подходов. С одной стороны, редукционизм Сапольски. Для него система — это просто кучка кирпичей, которые никак не могут перестать быть кирпичами. А с другой — современный взгляд, который продвигает нейробиолог Кевин Митчелл. Мозг — это эмержентная, самооптимизирующаяся система. Сапольский почему-то напрочь игнорирует системную организацию. Эволюция же не просто так создала структуры невероятной сложности, где целое — это куда больше, чем сумма частей. То есть детерминизм на микроуровне никак не отменяет способность макроуровня принимать четкие целеориентированные решения. Вообще никак. Так мы подбираемся к очень крутой штуке — субстратной независимости. Алгоритму, по сути, плевать, на чем он записан, на ДНК, на модном кремниевом чипе или на древних перфокартах, он работает одинаково. Физический носитель не диктует программу жестко. Наш мозг — это машина, которая умеет читать свои собственные чертежи и перестраивать маршруты прямо на ходу. И знаете что? Это ни разу не противоречит детерминизму, это и есть детерминизм, просто на гораздо более высоком системном уровне. И вот тут на сцену выходит экзокортекс. Звучит как что-то из киберпанка, да? Но на деле это наши внешние инструменты. Письменность, математика, тот же искусственный интеллект. Они радикально раздвигают наши биологические границы. Детерминизм 100% не заканчивается внутри нашего черепа. Мы постоянно создаем мощнейшие внешние системы, чтобы прокачать внутренние биологические алгоритмы. Никто не заперт в тюрьме своих изначальных нейронных связей. Систему можно и нужно апгрейдить. Парадокс третий — тающий снежный ком. Идея о том, что если тебе не повезло на старте, то все, пиши пропало, неудачи неизбежно накапливаются как ком, звучит вроде логично, но упускает кое-что критически важное. Просто посмотрите на эти исторические примеры. Мы видим технологические разрывы, так называемые точки бифуркации. Представьте, ты был самым слабым, хилым аутсайдером во времена рыцарей тяжелых мечей. Плохая генетика, все предопределено, да? Но бац, изобретают огнестрельное оружие, и правила игры меняются навсегда. Или современность. Ребята из бедных кварталов берут и взламывают социальную лестницу просто с помощью кодинга. Такие вот мощные технологические скачки буквально в щепки разрывают исторические цепочки маргинализации. Получается, что этот страшный снежный ком детерминизма может моментально растаять, как только меняется контекст. Выясняется, что детерминизм абсолютно нелинеен. В нем постоянно случаются разрывы. И самое классное, нам не нужно сидеть и пассивно ждать их. Эти точки бифуркации можно искать. Их можно создавать самим, полностью обнуляя весь этот груз неудачного прошлого. А теперь давайте о главном.
главная ошибка – детерминизм как диагноз. Сапольский досконально понял, как работает механизм, но почему-то решил использовать это как оправдание для бездействия. Вот вам квинтэссенция его идеи, его знаменитая карантинная модель правосудия. Раз все предопределено, никто ни в чем не виноват, сделать ничего нельзя, давайте просто всем сострадать. Опасных преступников предлагают просто изолировать как больных гриппом. Ну, на первый взгляд звучит благородно, но по сути это глубочайшая философская капитуляция, очень элегантно задрапированная в гуманизм. И тут вылезает огромная логическая дыра. Сапольский снимает ответственность с преступника, но при этом почему-то требует рациональной гуманности от общества. Но постойте, общество и суды — это же точно такие же детерминированные биологические механизмы. Нельзя же применять правила детерминизма так избирательно. Абсолютно правильный вывод звучит ровно наоборот. Мы называем это детерминистским позитивизмом. Детерминизм — это не повод сдаться, это не отрицание причинности, это инструкция, это карта для оптимизации системы. Если детерминизм абсолютно реален, то и каждое наше целенаправленное воздействие на эту систему также абсолютно реально и эффективно. Вот невероятно показательное сравнение. Сапольский обожает пример с уставшим судьей, который выносит более жесткие приговоры перед обедом, потому что у него упал сахар в крови. Вывод Сапольский: все мы заложники биологии, давайте всех поймем и простим. А вот что предлагает детерминистский позитивизм. Если мы знаем об этой биологической уязвимости судьи, давайте просто заменим его на беспристрастный, идеально откалиброванный ИИ-алгоритм. Вместо того, чтобы сидеть и сокрушаться над несовершенством биологического механизма, мы просто берем и создаем новую, совершенную систему. Итак, мы выстраиваем настоящую фрактальную лестницу. Да, причинно-следственные связи неотменимы, но каждая новая черепаха, на которую мы осознанно забираемся, будь то экзокортекс, передовая фармакология или алгоритмы, меняет траекторию всех элементов под ней. То, что мы не знаем будущего, это вообще не баг детерминизма, это его главная фича. Именно поэтому карабкаться наверх — чертовски осмысленное занятие. Реальность вокруг будет постоянно двигаться и детерминировать нас. А значит, единственный разумный ответ — это двигаться самим и делать это быстрее. В конечном счете, детерминизм оптимизацию не отменяет. Это не диагноз, это не приговор и точно не повод поднимать белый флаг. Это потрясающе подробная карта реальности. И остается только один по-настоящему провокационный вопрос. Кто перестанет себя жалеть и, наконец, научится правильно читать эту карту, чтобы переписать свои собственные алгоритмы? Огромное спасибо, что были с нами на этом разборе. Ну что, вот мы и подобрались к финалу нашего масштабного разбора. Мы с вами уже по косточкам разобрали все: и нейроны, и поведение судей, и даже тех самых метафорических фрактальных черепах. Но теперь фокус смещается на самое важное — на скрытые и, честно говоря, пугающие социальные последствия тех выводов, которые предлагает Роберт Сапольский. Идеи ведь не существует в вакууме, правда? Но знаете, в чем тут главный подвох? Применить вот такое тотальное, абсолютное прощение ко всему обществу — это не просто смело, это несет в себе гигантскую скрытую цену. И возникает закономерный вопрос: кто именно будет оплачивать счет за то, что никто ни в чем не виноват? План у нас сегодня такой: триумф и ошибки Сапольски, как наука становится опасным оружием, индульгенция для корпораций и, наконец, детерминистский позитивизм. Поехали. Часть первая. Триумф и ошибки Сапольски. Давайте сначала отдадим должное тому, где исследования попали прямо в яблочко, а затем посмотрим, где философская логика дает серьезную трещину. Вспомним ту самую биологическую реальность, которую нам так блестяще доказали. Эксперименты Либета с потенциалом готовности? Да. Правосудие, которое зависит от уровня глюкозы в крови судьи? Было. Влияние детских травм на префронтальную кору? Впечатляющая статистика реабилитации в Норвегии? Все это четко показывает одно: мы сложнейшие биологические машины. Наше поведение на 100% диктуется биологией и средой. Но вот тут возникает огромное «но». Нейробиология в книге просто безупречна, спору нет. Однако этот резкий прыжок к философии абсолютного прощения буквально соткан из системных противоречий. Получается какой-то избирательный детерминизм. Он полностью игнорирует реальное экономическое бремя, которое падает на плечи жертв, и просто отбрасывает всю сложность той же квантовой неопределенности, называя ее обычным шумом. Переходим ко второй части: как наука становится опасным оружием. А теперь давайте посмотрим на историю, потому что она, к сожалению, обожает повторяться. 1859 год. Дарвин публикует теорию естественного отбора. Идея гениальная, глубокая, верная. Но проходит 20 лет, и она мутирует в социальный дарвинизм. Богатые, потому что они приспособленнее.
Проходит еще 30 лет, и мы получаем Евгенику в США и Европе. Блестящие научные истины попадают в руки людей с властью и превращаются в катастрофу. Сам Сапольский в своей книге описывает этот леденящий душу исторический факт. Дело 27 года Бак против Белла стало прецедентом для принудительной стерилизации неполноценных. А на Нюрнбергском процессе нацистские врачи прямо цитировали это решение Верховного суда США в свою защиту. Дарвин вообще ни при чем, но последствия его идей оказались абсолютно реальными. И это подводит нас к пугающему осознанию. У Сапольски другая идея, другая эпоха, но масштаб сопоставимый. Если современная логика биологического детерминизма диктует, что никто ни в чем не виноват, что произойдет, когда власть имущие возьмут эту концепцию на вооружение для оправдания собственных действий? Часть 3. Индульгенция для корпораций и политиков. Давайте посмотрим, как это работает на системном уровне, далеко за пределами университетских аудиторий. Смотрите, самое острое противоречие тут прямо на поверхности. Сапольский использует детерминизм, чтобы освободить от вины преступника из неблагополучной среды, но точно такая же логика идеально защищает оружейного лоббиста или коррумпированного политика. У них ведь тоже есть своя префронтальная кора, свое детство и свои условия среды. В такой парадигме не виноват вообще никто. И вот он, системный детерминизм в действии. Богатые страны продают оружие в зоны конфликтов. Корпорации целенаправленно добавляют вещества, вызывающие зависимость, в детские сладости. Фармацевтика спонсирует исследования ожирения в первую очередь для тех, кто платит, а не для тех, кто голодает. И если мы просто продукты среды, то эта философия превращается в купленную индульгенцию для элит. И что самое интересное, в самом тексте источника признается эта проблема. Сапольский иронизирует над элитами, которые самодовольно заявляют, будто у них есть свобода воли, и поэтому они заслужили принадлежать к 1% избранных. Он прекрасно видит, как это могут использовать. Но анализ почему-то останавливается ровно там, где необходимо сделать следующие, системные выводы. Раздел 4. Алгоритмы детерминистского позитивизма заменяют судей. Вот то, к чему мы должны прийти. Вот тут проходит четкая граница двух подходов. Слева у нас то, что можно назвать философской капитуляцией. Давайте просто пассивно всех простим и смиримся с биологическим фатализмом. А справа — детерминистский позитивизм. Правильный вывод из детерминизма — если поведение определяется системой, меняй систему, используя знания причин и следствий. Подумайте сами, если мы знаем, что голодный судья выносит более жесткий приговор из-за низкого сахара в крови, решение ведь не в том, чтобы просто его понять и простить. Решение — устранить неисправный человеческий фактор, внедрить беспристрастные и алгоритмы и превентивные социальные инвестиции, навсегда убрав биологическую уязвимость правосудия. Тут мы сталкиваемся с жестокой реальностью распределения ресурсов. Фокусироваться исключительно на генетику лептина для тех, кто потребляет сверхмеры, это, конечно, научно, но это означает полное игнорирование реальности миллионов людей, которые по-настоящему голодают в условиях глобальной нищеты. Настоящее сострадание обязано учитывать экономику. $90 тысяч. Ровно столько в год стоит комфортная норвежская тюремная камера карантинного типа. И возникает очень острый логический вопрос. Почему законопослушные налогоплательщики, многие из которых сами вынуждены жестко экономить, обязаны финансировать такое невероятно комфортное существование для опасных биологических машин? Те самые фрактальные черепахи причинно-следственных связей никуда не денутся, но бесконечный детерминизм — это не повод сложить руки. Это бесконечная лестница. И единственный важный вопрос заключается в том, кто и в каком направлении по ней движется. Подводя итог этому разбору, автор анализа абсолютно согласен с детерминизмом Сапольски, но категорически не согласен с его выводами. Детерминизм не должен быть оправданием. Это карта, это чертеж для того, чтобы целенаправленно переписать код, внедрив новые алгоритмы и экзокортекс. И пока одни сидят и ждут, когда им объяснят, что они ни в чем не виноваты, другие уже давно используют эти знания, чтобы карабкаться вверх. Так что же выберем мы? Огромное спасибо, что были с нами на этом разборе. До новых встреч!